Роман она знала, но молчала. Глава 1. Трещина. Виктория сидела на кухне, скрестив руки на коленях, и наблюдала за мужем, который что-то бессмысленно перебирал на планшете. За окном осенний дождь тихо барабанил по стеклу, но внутри квартиры царила тишина, которая была гораздо громче любых капель. «Вика, ты чего такая задумчивая?» Максим оторвался от экрана и посмотрел на нее улыбкой, которая казалась вымученной. «Просто думаю», — спокойно ответила она, хотя сердце сжалось. День был длинный. «Да ладно тебе», — сказал он, убирая планшет. «Может, выпьем чаю?» Она кивнула, улыбка оставалась на лице, но это была улыбка холодная, как лед. Внутри что-то начало трещать. Еще неделю назад она бы просто приняла чашку и болтала о мелочах, но теперь ее мир начал рушиться по тихой, незаметной линии. Когда Виктория встала, чтобы налить чай, взгляд случайно упал на телефон, лежащий на тумбочке. Он вибрировал, входящее сообщение от Дарьи. Она вздрогнула. Лучшее чувство доверия вдруг стало токсичным. Кто это писал? Максим заметил, что она задержала взгляд на телефоне. «Никто», — сказала Вика слишком спокойно. Она знала, что слишком много знает уже сейчас. В тот вечер Виктория не могла уснуть. Она лежала в темноте, считая каждый шорох, каждое движение мужа. В памяти всплывали странные звонки, ночные сообщения, внезапные походы с друзьями, которые раньше не имели значения. Но теперь каждая мелочь была кусочком пазла. На следующий день Виктория встретилась с Дарьей в кафе. Даша сияла, как всегда, в своей яркой кофточке и с улыбкой, которая раньше согревала Викторию. «Привет, Вика», — сказала Дарья, обнимая ее. «Как дела у мужа?» «Все нормально», — сдержанно ответила Виктория, делая глоток кофе. «Ты что-то не такая веселая сегодня», — заметила Дарья. «Может, просто устала?» «Может быть», — кивнула Вика. Она слушала, наблюдала, пыталась уловить каждый намек, каждое движение подруги. Когда Виктория возвращалась домой, в голове уже строился план. Она понимала, что простое выяснение отношений ничего не даст. Эмоции здесь были слишком опасны, слишком непредсказуемы. Она решила молчать. Молчать и наблюдать. Вечером Максим сел рядом с ней на диван, пытаясь завести обычный разговор о работе. «Знаешь, Вика, я тут с коллегами обсуждал один проект», — начал он. «Да, расскажи», — улыбнулась она, но внутри чувствовала холод. «И думаешь, что это?» — он замялся, заметив взгляд жены. «Думаю, что нам нужно быть честными друг с другом», — спокойно перебила она. «Но не сейчас». Он посмотрел на нее, словно что-то угадывая, и отвел глаза. В этот момент Виктория поняла, игра только начинается. Ночь была холодной. Виктория сидела у окна, смотря на дождь и улицы города. В голове прокручивались сцены: Максим и Дарья вместе, разговоры, смех, встречи, которые она случайно наблюдала. Ее сердце сжималось, но голос внутри повторял одно: «Я знаю». «И я не скажу ничего. Пока». Вика не сразу заметила, что кто-то звонит. Телефон лежал на столе, а звонок был от Олега. Она взяла трубку с легкой линцой. «Вика». Его голос был мягким, почти дружественным. «Ты дома?» «Да», — ответила она. «Что-то случилось?» «Да нет, просто хотел уточнить насчет завтра. Максим сказал, что вы вместе планируете проект». Виктория кивнула сама себе. «Проект», — думала она. Это слово звучит как прикрытие.
Все в порядке, Олег. Я разберусь. Она сделала паузу, и внутренняя улыбка скользнула на лице. Но спасибо, что позвонил. «Хорошо», — сказал он, и в голосе прозвучала легкая нота сомнения. «Тогда до завтра». Когда она повесила трубку, сердце сжалось. Олег. Дружеский, надежный, а теперь возможный союзник или, хуже того, часть игры. Вика понимала, что нужно быть предельно внимательной. Следующие дни стали для нее непрерывной игрой наблюдений. Каждое слово, каждое движение Максима, каждый взгляд Дарьи — все проверялось, анализировалось, откладывалось в памяти. Однажды вечером, когда Максим вернулся домой с работы, он был необычайно расслаблен. «Вика», — сказал он, усаживаясь на диван, — «завтра у нас корпоратив. Ты не против, если я прихвачу Дарью?» Вика на мгновение замерла. Ее сердце пропустило удар, но лицо оставалось спокойным. «Конечно», — ответила она мягко. «Почему бы и нет?» Максим удивленно посмотрел на нее, словно не ожидая такой реакции. «Ты ничего не скажешь?» — спросил он. «Почему я должна что-то говорить?» — спокойно произнесла Вика. «У каждого свои дела». Он пожал плечами и улыбнулся. «Странная реакция», — подумал он. А внутри Виктории возникла крошечная искра, ей нравилось быть на шаг впереди. На корпоративе она наблюдала. Дарья смеялась слишком звонко, Максим внимательно слушал ее каждое слово, иногда скользя взглядом на Вику. Вика сидела в стороне, пила вино, изучала. Каждый жест был зафиксирован, каждая улыбка, как кадр на камеру. После мероприятия Виктория подошла к Олегу, который стоял в углу, наблюдая за происходящим. «Ты видишь, что происходит?» — спросила она тихо, почти шепотом. «Да», — ответил он. «Но не стоит торопиться. Все еще можно исправить». «Исправить», — улыбнулась Вика. «Нет, Олег. Сейчас я наблюдаю. Я учусь». В тот вечер, когда они вернулись домой, Максим пытался завести разговор. «Вика, ты все время такая хладнокровная. Это меня пугает. Это называется спокойствие, Максим». Она вздохнула и посмотрела на него. Иногда наблюдать важнее, чем кричать. Вечером, лежа в постели, Вика снова думала о фотографии, которую она случайно увидела в телефоне мужа. Она видела улыбки, прикосновения, которые не должны были существовать. Но вместо ярости внутри была холодная, расчетливая тишина. Она знала, крик разрушил бы ее, а молчание даст контроль. На следующий день Виктория пригласила Дарью на прогулку в парк. «Даша», — начала она тихо, — «ты что-то скрываешь?» «Что?» Даша фыркнула, смущенно улыбнувшись. «Нет, Вика, чего ты?» «Просто наблюдаю», — ответила Виктория, продолжая идти рядом. «Иногда слова не нужны». Дарья посмотрела на нее с легкой настороженностью. Вика понимала, что подруга уже чувствует ее внимание, ее взгляд, который видит больше, чем она показывает. «Вика», — Дарья начала, но замолчала. Слова застряли на полуслове. «Неважно», — сказала Виктория, улыбаясь так, чтобы никто не заметил внутреннего напряжения. «Главное, чтобы мы понимали друг друга». Вечером, дома, Виктория устроила себе небольшой ритуал. Она записывала все, что происходило, в блокнот, каждое наблюдение, каждую эмоцию. Ее стратегия формировалась медленно, шаг за шагом. Она знала, это только начало. Игру еще никто не начал выигрывать,
кроме нее самой. И в этом спокойном, почти невидимом контроле Виктория почувствовала силу, которая прежде была ей недоступна. Молчание стало ее оружием, наблюдение — ее щитом. И теперь она готовилась к тому моменту, когда все карты окажутся на столе. Глава 2. Фото. Ночь опустилась на город, но Виктория не могла уснуть. Она сидела в кресле, держа в руках планшет Максима, который тот, не заметив, оставил на кухонном столе. В голове крутились события последних дней: смех Дарьи, взгляд Максима, странные звонки и внезапные встречи. Все складывалось в одну картину, и сердце подсказывало: пора действовать осторожно, но решительно. Она открыла галерею и случайно увидела папку с фотографиями, где Максим был с Дарьей. Сердце пропустило удар. Она видела их вместе в кафе, смех, руки, которые касались друг друга. Каждый кадр был как нож в спину, но вместо ярости в груди было ледяное спокойствие. «Вот оно», — прошептала Вика себе. «Все, что мне нужно знать». На следующее утро Виктория встречалась с Олегом. Он сразу заметил ее напряжение. «Вика, ты что-то знаешь?» — спросил он осторожно. «Немного», — ответила она, улыбаясь сдержанно. «Но пока мне нужно наблюдать». Олег кивнул, не уточняя, но Вика чувствовала, что он тоже понимает. Теперь игра вышла на новый уровень. Вечером она приготовила ужин для всей семьи. Максим вошел в квартиру с обычной улыбкой, но Виктория заметила. Его движения стали нервными, глаза избегают ее взгляда. «Вика», — начал он, садясь за стол, — «ты что-то задумала?» «Просто думаю о завтрашнем дне», — спокойно сказала она, накладывая себе салат. «Иногда планы важнее чувств». Дарья присоединилась позже, веселая, но слегка напряженная. Она смеялась слишком громко, стараясь привлечь внимание Максима. Виктория наблюдала за ними, изучая каждый жест. «Что, Вик?» Дарья обратилась к ней. «Ты молчишь?» «Иногда молчание говорит больше, чем слова», — ответила Вика с легкой улыбкой. Дарья нахмурилась, почувствовав скрытый намек. Вика знала, она поставила их в ловушку. Каждый взгляд, каждая улыбка — инструмент ее стратегии. Позднее, когда Дарья ушла, Виктория осталась одна с Максимом. Она мягко положила руку ему на плечо. «Максим», — сказала она тихо, — «я знаю». Он замер. Глаза расширились. «Знаешь», — прошептал он, словно проверяя ее слова. «Да», — сказала Вика. «Но я молчу. Пока». Он попытался улыбнуться, но в его взгляде было что-то испуганное. Она чувствовала власть, которую никогда прежде не испытывала. На следующий день Виктория снова встретилась с Олегом. «Все идет по плану», — сказала она. «Они думают, что все под контролем. А на самом деле все в моих руках». «Вика», — Олег посмотрел на нее с тревогой. «Это опасно». «Опасность — это часть игры», — ответила она. «Игра, которую я выиграю». На работе Максим начал вести себя странно. Он отвлекался, отвечал на звонки тихо, иногда нервно смотрел на Викторию. Она улыбалась про себя. Каждый его шаг, каждая ошибка — доказательство того, что план срабатывает. Вечером Виктория устроила себе проверку. Она аккуратно переложила фотографии в отдельную папку на планшете, чтобы иметь доказательства в любой момент. Она понимала, теперь она не просто наблюдатель, она стратег.
«Все или ничего», — прошептала она себе, закрывая глаза на мгновение. Игра началась. Следующие дни были похожи на шахматную партию. Каждый шаг Максима и Дарьи тщательно анализировался, каждая ошибка фиксировалась в памяти. Виктория понимала, что любое резкое движение разрушит не только их, но и ее планы. Она была терпелива, точна, холодна. И в глубине души она чувствовала, когда правда выйдет наружу, никто не останется прежним. Глава 3. Роль актрисы. Утро началось как обычно. Виктория надела свое любимое платье, легкий макияж, улыбку, которую все привыкли видеть. Внешне она была спокойна, уверена и счастлива. Внутри же ее разум работал, как часы, просчитывал каждый шаг мужа, каждую встречу, каждое слово Дарьи. Максим появился на кухне с кофе в руках, улыбаясь привычной улыбкой. «Доброе утро», — сказал он, не подозревая, что Виктория уже знает всю правду. «Доброе», — ответила она, накладывая себе омлет. «Спокойной дороги на работу?» «Да, вроде бы». Он посмотрел на нее, пытаясь найти что-то необычное. «Ты чего-то такая задумчивая?» «Просто думаю о проекте», — улыбнулась Вика. «Хочу, чтобы все прошло идеально». Она знала. Внешняя роль — это оружие. Пока Максим и Дарья считают ее наивной, она собирает информацию, наблюдает, формирует стратегию. Вечером Виктория устроила случайную встречу с Дарьей в магазине. «Привет». Дарья сияла. «Я думала, ты занята». «Нет», — ответила Вика, улыбаясь. «Просто люблю прогуливаться по магазинам». «А Максим?» — спросила Дарья, наклоняясь, чтобы подобрать платье с полки. «Он на работе», — сказала Виктория. «Ты что-то планируешь». Дарья замялась, но быстро скрыла неловкость. Вика отметила это. Малейшие знаки волнения — это ее золотая жила информации. «Да нет, просто хотела пройтись», — ответила Дарья. Вика кивнула, словно ничего не замечает, но внутри уже формировался план. Она будет подталкивать Дарью к ошибкам, наблюдать за Максимом и использовать их ошибки в свою пользу. Дома Виктория устраивала небольшие психологические провокации. Например, оставляла на столе случайные заметки, которые Максим мог прочесть. «Вика», — он подошел к ней в спальне, — «ты что-то скрываешь». «Почему ты так думаешь?» С легкой улыбкой спросила она. «Я просто стараюсь быть внимательной». «У тебя слишком внимательно», — сказал Максим, и в голосе слышалась тревога. «Иногда внимательность — это забота», — ответила Вика. «Главное — не путать ее с контролем». Она наблюдала, как его взгляд скользит по комнате, замечает мелочи, которых раньше не замечал. Каждый день ее роль актрисы становилась совершеннее, каждый шаг Максима и Дарьи фиксировался в памяти. Позже Виктория встретилась с Олегом, чтобы обсудить случайные события, которые он мог заметить. «Вика», — сказал он тихо, — «ты слишком глубоко в это вошла. Они могут что-то заподозрить». «Пусть», — ответила она, — «пока они думают, что все под контролем, я двигаю фигуры на доске». «А если они поймут?» — осторожно спросил Олег. «Не поймут», — сказала Вика твердо. «Я научилась играть роль. И пока они видят только маску, я управляю ими». Дни превращались в тщательно продуманную игру. Она манипулировала ситуациями так, чтобы Максим и Дарья сами совершали ошибки, забывали встречи, обижались друг на друга, демонстрировали ревность.
Однажды Виктория устроила небольшой, случайный разговор с Дарьей, косвенно намекнув на внимание Максима к другой девушке на работе. Дарья мгновенно заволновалась, начала анализировать и паниковать. Виктория же сидела с чашкой кофе, спокойно наблюдая, как ее план работает. «Я не понимаю», — сказала Дарья спустя несколько минут. «Он что-то скрывает». «Может быть», — мягко ответила Вика. «Но иногда лучше ничего не знать». Виктория знала, что ее роль актрисы — это не просто маска. Это инструмент. Каждое слово, каждое движение, каждая улыбка — часть игры, которую она должна выиграть. Вечером Максим вернулся домой уставший. Он садился рядом с ней на диван, пытаясь завести разговор. «Вика», — начал он. «Я чувствую, что что-то не так». «Все нормально», — сказала она, гладя его руку. «Иногда мы слишком внимательно следим за тем, что происходит вокруг. Но это не значит, что что-то не так». «А если бы что-то было?» — спросил он, голос дрожал. «Тогда мы бы вместе нашли решение», — сказала Виктория, улыбаясь мягко. «Но сейчас давай просто насладимся ужином». Максим посмотрел на нее и что-то понял. Он чувствовал, что в этом спокойствии скрыта сила, которой он не видел раньше. И это его пугало. Вика лежала поздно ночью, анализируя прошедший день. Она понимала, чем дольше она будет играть роль, тем точнее будет ее стратегия. Каждый шаг Максима, каждая реакция Дарьи, каждый взгляд Олега — это части пазла, которые она собирает. «Игра только начинается», — прошептала она себе. «Но я уже выигрываю». Глава 4. Марионетки. Следующие дни превратились в настоящую шахматную партию. Виктория точно рассчитывала каждый шаг, каждое слово, каждое движение. Максим и Дарья были ее пешками, а она — игроком, который знает, как ходить. Однажды вечером Виктория пригласила Дарью на совместный ужин под видом примирения и дружбы. «Вика», — смущенно начала Дарья, — «мы вроде все обсудили». «Да», — ответила Виктория, улыбаясь мягко, «но иногда полезно еще раз поговорить. Просто, чтобы все было понятно». Дарья села напротив, стараясь скрыть нервозность. Каждый ее жест, каждое слово фиксировалось Викторией. «Я просто не хочу проблем», — сказала Дарья тихо. «Проблем нет», — кивнула Вика. «Только факты». Она аккуратно начала подталкивать Дарью к разговору о Максиме, задавая вопросы так, чтобы подруга сама раскрывала свои страхи и ревность. «А Максим что думает?» — спросила Дарья, не заметив подвоха. «Думаю, он старается угодить всем», — ответила Виктория, словно случайно. «Но иногда это приводит к недопониманию. Я просто боюсь, что он...» — Дарья запнулась. «Боишься потерять его?» — тихо спросила Вика, улыбаясь. «Понимаю». Внутри Виктории все кипело от удовольствия. Подруга уже сама попадалась в ловушку, раскрывая все, что она хотела знать. На работе Максим стал нервным. Вика аккуратно оставляла случайные записки, маленькие намеки на его ошибки, легкие подталкивания к ревности. Он пытался сохранить лицо, но каждый раз, когда Дарья рядом, он терял уверенность. «Вика», — сказал он однажды вечером, — «ты что-то замышляешь». «Я?» Удивленно улыбнулась она. «Я просто стараюсь быть внимательной». Но внутренне Виктория понимала, теперь все идет по плану. Каждый его шаг фиксировался, каждая ошибка — инструмент мести.
Олег тоже стал частью игры. Он ненавязчиво давал информацию, которую Виктория использовала, чтобы направлять события в нужное русло. «Они становятся слишком самоуверенными», — сказал он однажды тихо. «Именно так», — ответила Вика. «Пусть думают, что все под контролем. А на самом деле они мои марионетки». Вечером она устроила небольшой, случайный конфликт между Максимом и Дарьей. Легкий намек на другую девушку, случайное замечание о внимании мужа к коллегам. Ревность вспыхнула мгновенно, недоверие росло. Виктория сидела в стороне, наслаждаясь игрой, как дирижер, управляющий оркестром. «Он слишком внимателен к другим», — сказала Дарья, едва сдерживая голос. «Может, тебе стоит расслабиться?» — мягко предложила Виктория. «Иногда мы видим то, чего нет». «Нет», — упорно ответила Дарья. «Я вижу все». «Тогда просто наблюдай и учись», — улыбнулась Вика. Иногда молчание сильнее слов. Каждый день Виктории приносил новые возможности. Она использовала мелочи, забытые сообщения, намеки на внимание Максима к другим, легкую ревность Дарьи. Каждый шаг был рассчитан. Игра шла по ее правилам. Она знала, чем больше они будут сами совершать ошибки, тем быстрее подоспеет момент, когда правда будет раскрыта, и последствия будут разрушительными. В этот вечер Виктория сидела у окна, наблюдая за улицей. Ее мысли были спокойны и холодны. Она чувствовала силу, которой никогда раньше не испытывала. И теперь она была готова к финальной части игры, к моменту, когда все карты окажутся на столе. «Они думают, что управляют ситуацией», — прошептала она себе. «Но на самом деле я — режиссер. И скоро они это поймут». Глава 5. Падение. Виктория тщательно подготовилась. Каждая деталь, каждая мелочь была учтена. В ее план входило собрать всех — Максима, Дарью, друзей, Олега и родителей. Все должно было произойти в день годовщины их брака, символично, жестко и красиво. «Вика, ты уверена, что нужно именно так?» — тихо спросил Олег, стоя рядом с ней. «Совсем уверена», — ответила она холодно. «Сегодня они увидят правду. И последствия будут неотвратимы». Максим прибыл первым, улыбаясь, думая, что все под контролем. Дарья вошла позже, слегка нервничая. Виктория встречала их, как всегда, спокойно, с улыбкой. «Привет», — сказала она, будто ничего не происходит. «Рада вас видеть». «Вика», — прошептал Максим, уже ощущая легкую тревогу. «Что-то не так?» «Просто хочу отметить наш день вместе», — ответила она, ведя их в гостиную. Ужин почти готов. Все казалось обычным, но атмосфера была пропитана напряжением. Виктория разлила вино, подбирала слова так, чтобы каждый почувствовал, она знает все. «Дарья», — сказала она мягко, — «а расскажи-ка, как прошел твой ужин с Максимом на прошлой неделе?» Дарья замерла. Сердце пропустило удар. Она понимала, что Виктория знает. «Ну», — начала Дарья, но замялась. «Все нормально. Правда». Вика наклонилась, улыбаясь холодно. «Я видела фотографии». Максим уставился на нее. «Фотографии?» Пробормотал он, осознавая, что их секрет раскрыт. «Да», — кивнула Виктория.
Я знала, но молчала. Слишком долго. И теперь пришло время правды. Слова висели в воздухе, словно молоток, который ударил по их иллюзиям. «Вика», — начал Максим, но не смог продолжить. «Вы оба думали, что можете играть со мной», — продолжила она. «Но теперь игра окончена». Она разложила перед ними доказательства, фото, сообщения, заметки. Дарья пыталась оправдаться, Максим увести разговор в сторону, но Виктория была непоколебима. «Я молчала, чтобы собрать факты», — сказала она спокойно. «И теперь вы видите результат». Тишина была оглушительной. Друзья и родители смотрели на них, не веря своим глазам. Олег держался в стороне, наблюдая, как ее стратегия срабатывает идеально. «Вы оба потеряли не только доверие», — сказала Виктория, «но и уважение, репутацию, спокойствие. И все это на моих глазах». «Вика», — прошептала Дарья, глаза наполнились слезами. «Да», — ответила Виктория, — «да. И теперь я свободна». Максим пытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Вика знала, что ее молчание и хладнокровие нанесли урон сильнее любых криков и обвинений. Вечером, когда все ушли, Виктория осталась одна. Ее победа была полной, но чувство освобождения не пришло сразу. Она посмотрела на пустую квартиру и поняла, старой себя больше нет. «Все готово», — прошептала она себе. Но это только начало. Глава 6. Тишина. Дом был тих, словно время остановилось. Виктория сидела у окна, глядя на вечерние огни города. Каждый миг был пропитан осознанием того, что игра закончена. Максим и Дарья больше не имели власти над ее жизнью, но победа принесла не облегчение, а странное чувство пустоты. «Все это стоило того», — прошептала она себе. Внутри не было радости. Легкая улыбка проскользнула на лице, но в груди остался холод. Она вспомнила, как наблюдала за ними, как планировала каждый шаг, каждое слово, каждое движение. Месть удалась идеально, но цена была высока, старой Виктории больше не существовало. На следующий день Виктория встретилась с Олегом. Он смотрел на нее с уважением, но и с тревогой. «Ты слишком далеко зашла», — сказал он тихо. «Может, пора остановиться?» «Я остановилась», — ответила Виктория спокойно. «Все, что нужно было сделать, сделано. Теперь остается только жить дальше». «А как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросил он. Виктория задумалась. Она поняла, что чувство — это отдельная история. Победа не означает счастья. «Свободный», — сказала она наконец. «Но это не значит, что я счастлива. Просто свободна». Она возвращалась домой, проходя мимо знакомых улиц, людей, чье мнение больше не имело значения. Каждый шаг был тихим, уверенным. Внутри нее рождалась новая жизнь, новая Виктория. Но покой был странным, он больше походил на тишину перед бурей. Вечером она собралась уехать из города. Чемодан стоял у двери, а за окном темнеющий горизонт. Она знала, прошлое останется позади, но воспоминания будут жить в ней. «Я знала, что это будет непросто», — подумала Виктория, закрывая дверь за собой. Но теперь путь открыт. Она сделала шаг в ночь, тихо и решительно. Ветер развевал волосы, холод пробирал до костей, но внутри была ясность. «Молчание — мое оружие»,
прошептала она себе. Свобода — мой путь. Финал остался открытым. Никто не знал, куда она направится и что ждет впереди. Вика оставила город позади, но ее тень и стратегия останутся в памяти тех, кто пытался играть с ней. И тишина наполнила все вокруг, тишина, которая звучала громче любых слов. Дорогие слушатели, если вам нравятся мои романы, поддержите меня, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А я, в свою очередь, буду радовать вас новыми историями, полными чувств, страсти и жизни. До скорых встреч, и пусть у вас всегда будет хорошее настроение.